Давай начнем, короче, не так, как обычно со всеми. Не через постель, блядь, сегодня. Там душ стоит. И в основном люди, когда ты ему на уверенном лице объясняешь, они такие, типа, окей. И вот хочу одну татуировку, ну вот влюблен в твой стиль. Да, хочу. А потом такой, и голубые глазки. Сюда. Ссылка в описании. Она завалила ногу чуваку, ну, нормальному, такому здоровому чуваку за 2 дня. Если желания нету, бля, учи, не учи, там, ну, вот так просто. Ну, в жабке там на кассе работать. Есть куча кош, на которых работать просто сложно, неприятно. Ты просто до человека дотрагиваешься, и он просто вытекает. Вау. Привет, друзья. Что для вас Grey Wash сделал на мировом уровне? Это или вот это? Сегодня у меня в гостях Илья Теряев, человек, который поднял Grey Wash на следующий уровень. Привет, Илья. Привет всем, привет, спасибо, что позвал. Надеюсь, сегодня будет интересно. Конечно, будет интересно. Сюда. Полетели. Давай начнем, короче, не так, как обычно со всеми. Не через постель, блядь, сегодня. Там душ стоит. Давай с проектов. Как ты подготавливаешь свои проекты, потому что это неотъемлемая часть твоих работ, композиция, и как ты эту картинку вписываешь в тело? Долго, сложно, стараюсь. На самом деле, когда ко мне приходят люди, у меня для всех людей одна и та же история. Я начинаю рассказывать историю о том, что хорошо бы, чтобы татуировка была вписана в тело, и скорее это был дизайн тела, а не отдельно вставленная картинка. Ну и на примере какой-то руки это всегда происходит так. Я рассказываю. Есть 2 главные стороны. Есть сторона внешняя и наружная. Есть 2 главных места. Плечо и предплечье. Какая-то. Бля, братан, ты вообще, я знаю, что ты с семинара сейчас пришел. Да, я где-то. Заканчивай эту хуй, блядь. Короче, Вот. ну, есть 2 стороны, и что? Есть 2 стороны руки, есть какие-то главные места. Я на самом деле себе все разбил так, как будто бы это какая-то математика. У меня творчества там немного, у меня есть какие-то такие базовые штуки, которых я постоянно придерживаюсь. И пытаюсь просто... И пытаюсь вписать туда главные элементы. Например, если это какая-нибудь рука, внешняя сторона руки, то я стараюсь на самом главном читабельном месте, например, на плече, разместить главный элемент. Насколько надо семинар вообще? А если второстепенный, например, ну, вот клиент тебе приходит, говорит, вот хочу себе второстепенный элемент вот здесь на верхнем, на главном элементе, а ты такой говоришь, нет, здесь нужен главный. Ну, я на самом деле стараюсь объяснить всем логику, почему я так это делаю, а не иначе. И в основном люди, когда ты ему на уверенном лице объясняешь, они такие, типа, окей. Многие после консультации вообще говорят, что супер все понятно, супер все просто, давай делать. И легче людей, мне кажется, когда ты уверен в том, что ты рассказываешь, легче людей наговаривать на какие-то интересные вещи. Конечно. Не случается такой ситуации, когда тебе надо сделать 5 волков на одной руке, хватит 2. Ну, типа, есть какие-то места, которые хочешь показать, выэкспоновать, что у меня польский лезет. И есть места, в которых ты там не можешь сделать какую-то интересную картинку, в которых ты не можешь, не знаю, там, портрет же ты сюда не сделаешь. Ну, на локте, например, портрет. Мне сразу в голову пришло. Я имею в виду более какие-то большие плоскости. Ну, прикольно думать, если делаешь что-либо там на руке, например, то не думаешь в масштабе предплечья, там, если кто-то хочет себе предплечье, а думаешь в масштабе всей руки. Ты разгоняешь человеку примерно, как и что можно разместить, чтобы это выигрышно смотрелось, обсуждаешь примерно, какая его идея, и пытаешься эту идею под какие-то свои стандарты того, как ты видишь композицию, собрать по-своему. Вот мы сейчас разговариваем о большой площади, но 100% к тебе приходят люди, которые говорят, вот я хочу одну татуировку от себя. Я стараюсь не делать такие татуировки, которые мне не нравятся. Вот он пришел, говорит, вот, скажу. Илья, вот хочу прям. Вот, не знаю, там, снимаю тебя на камеру везде, там, не знаю, с окна там тебя снимаю, как ты ходишь дома. И вот хочу одну татуировку, ну, вот влюблен в твой стиль. Как ты вот к этому подходишь, например? Вот на предплечье там вот. Ну, есть какие-то безопасные места, в которых можно сделать так, чтобы потом этот человек... Потому что
Проблема в том, что все говорят, ну, не все, многие говорят, что хочу одну, а потом приходят к тебе через год Вот я к за этому и второй. подводил, кстати, да. И поэтому, когда у тебя есть четкая сетка, как ты размещаешь главные элементы второстепенные, то у тебя никогда не получается так, что ты протупил с тем, что у тебя там место как-то закончилось, или тебе некуда это всунуть. Там, если кто-то приходит и говорит, я хочу сеанс, у меня там нет денег, или типа на больше, или там хочу небольшой размер, то я всегда стараюсь сделать, чтобы эта татуировка не закончилась на предплечье, а пошла, например, чуть выше. И тогда у тебя какие-то классические проблемы композиционные разбиваются тем, что ты просто изначально разместил более правильно. Обычно как делают? Здесь волк, Да. здесь чуть-чуть небо, И там а луна. здесь второй волк. Там луна просто. И, ну, луна в лучшем Луна, случае. небо, волк. В идеале да. волк, потому что ты в месте, где ты можешь делать еще одного волка, надо делать волка. Я, кстати, знаю одного человека с волком. Кто вот, это? но у него там не волк, у него факел на другой стороне. Ну, это звучит слишком хорошо. Я думаю, что... Мы про волков все-таки. Ну, давай про волков. И вот приходит тебе такой человек. И... Ну, я стараюсь просто сделать это так, чтобы это, например, началось здесь, закончилось здесь. Благодаря этому мы делаем примерно тот же самый размер, что он хотел. Только если он, например, захочет это продолжить, то мы без проблем добавим сюда какой-то второстепенный элемент. Здесь, условно, волк, лес, Да? То И у есть тебя ты... получается одна картинка. Я понял. То есть ты изначально перекрываешь проблемное место, Да. которое потом вот получается такое соединение, когда к тебе подходят и говорят, братан, фоном закроем. Не Ну парься, да, я типа. типа стараюсь как можно больше делать главный элемент, как можно меньше фона, потому что тело типа одно, и не очень прикольно, когда у тебя, например, вот такая голова, а снизу вот такой вот лес. Я не люблю такую тему тоже. Ну и прикольно, когда все читабельно. И помимо того, что мы делаем реализм, все равно мы же видели хорошие татуировки, правильно? Мы смотрим Ну, на то и дело, Кассаса да, какого-нибудь, конечно, да. и ты понимаешь, как оно должно выглядеть. И мне Да. кажется, мало людей интегрирует хорошую композицию в реализм, но когда ты это делаешь, ты сразу же становишься на следующем как бы уровне по сравнению почти со всеми. Есть какие-то люди там, ну, в Польше какой-нибудь Смыку, который шарит за эту штуку. Ты вот смотришь на его работы вживую. Смыку масштабный такой. Не в Инстаграме, парень. именно потому что в Инстаграме тяжеловато это ощутить, а смотришь вживую, смотришь на 10 работ рядом и думаешь, о, композиция. Поэтому реализм реализмом, но все равно, ну, если бы мне кто-то попросил сделать вот так, я бы просто не хотел этим заниматься, я лучше бы посидел дома или покрасил кого-то другого, и все. Как часто к тебе приходят люди с идеями, которые тебе не нравится реализовывать? Мне кажется, чем дальше, тем меньше. Как будто бы сейчас стали приходить люди, которые или в теме, или как-то следят, но все равно они проскакивают. Я тоже не считаю, что есть какие-то идеи откровенно плохие. Мне кажется, есть люди, которые недостаточно типа посвятили времени на то, чтобы реализовать твою идею. По сути, если ко мне, ну, без шуток, кто-то сейчас придет и скажет, хочу волка, я скажу, ну, давай бахнем, давай сделаем какого-то фернира огромного на полруки, чтобы у него вылетал огонь из пасти, чтобы там какие-то слюни, какие-то абстрактные штуки. Ну, это может выглядеть прикольно. Вот по поводу волков мы все волки там, да. Но классика, мы же реалисты. У меня, короче, на мне есть волк, представляешь? И волк, который висит у мастера в портфолио. У тебя есть. У меня есть волк на теле, но там как бы не тот контекст, то, что там все делают. У меня как бы контекст красной шапочки больше. Там вот именно красная шапочка и волк. Но, тем не менее, волк, сделанный качественно, который висит в портфолио у человека, который делает крутые работы, это круто. Реализм или нет? Реализм, да. Ну, такой упрощенный, скажем, польский реализм, нет поляка. Вот. И я к тому, что это действительно очень круто, когда смотришь на людей, что они могут реализовать там какие-то непонятные идеи своих клиентов и реализовать так, что это можно положить в портфолио просто. Мне кажется, что каждую идею можно так замутить. Единственное, что начинаются проблемы, когда ты договорился, что ты какую-то кислую идею попытаешься обыграть, а потом в процессе, когда ты уже ближе подходишь к сеансу, понимаешь, что все-таки клиент не был готов, и ты в моменте консультации его просто накрутил своим вот этим вот потоком информации. Он такой, да, хочу, а потом такой, и голубые глазки. И я такой... Сюда. В ЧБшной студии, когда ты приходишь и говоришь, я хочу голубые глаза. Алло, Лёш, подкинь Так не голубого, приходят. пожалуйста.
Так не приходят. Уже как будто бы у тебя такое бывает, что приходят люди, ну вот по-настоящему, на вот эти мемные татуировки, которые там волк с отражением голубого в глазе ребенка. Сатана просто. Волк сатана. Ну, как будто бы люди уже сами начали допирать, что это какие-то мемы, все. И... А ты вот, я, кстати, задавал вопрос Окси в нашем втором выпуске по поводу вообще, что ты считаешь, это заслуга твоего подхода к выполнению эскиза или это заслуга того, обретенного тобой имени? Время меняется, ты растешь, ты делаешь круче, ты переходишь там на более приватные студии, скажем так, ну, в данном случае у тебя своя студия, и, может, люди тебя начали, ну, совместная, да, студия, но тем не менее, и, может, люди просто начали понимать, что, блядь, ну, вот к этому челу надо идти прям за конкретными, кажется, крутыми, красивыми вещами. Потому что есть люди, которые в бранже, типа в сфере, а есть люди, которые все-таки просто увидели твою татуировку на своем там товарище и посмотрели, что она как-то выделяется, и решили себе такое же взять. Мне кажется, что чуть-чуть помогает то, что у тебя, во-первых, есть портфолио, которым ты, не знаю, когда ты делаешь, например, огромный череп на всю руку с какой-то костяной рукой, вот приходит ко мне обычный парень, который просто хотел татуировку, и он понимает, что можно на эту руку влепить и орла, и горы, и череп, и козу. Класс! Все будут говорить у тебя и орел, и череп, ну, бомба. И ты ему говоришь, давай сделаем огромный череп с рукой. Он думает, ну ты типа сошел с ума. Ну, столько места мне потратим. Но когда у тебя не просто это разговор, а когда ты можешь показать пример, а в идеале, если этот человек еще на какую-то конвенцию попадет и увидит, как это выглядит вживую, на сравнении с менее масштабными работами, то отпадают эти вопросы. Ну, это крутое мышление, это прям такое, знаешь, выстраивание, такая ступенька по ступеньке такого маркетинга, когда ты говоришь, чел, вот твоя идея неправильная, я тебе скажу почему. И ты вот основываешься прямо на том, что у тебя есть. Ты можешь доказать, лучше людям показать. Не говорить, что их идея неправильная. Говоришь, что идея супер, давай сделаем ее правильно. Ну, я впрямую говорю сразу. Говорю, да. Ну, не знаю, но если там волк с лесом, ну, давно таких, кстати, не было. Давно таких не было. Пишите. Но, тем не менее, да, все пишите, знаете куда. Коллабу замутим, волк. Я волк, а ты я в Чебахе мало колю, поэтому к Илье... Я к тебе на глаза. Ко мне на глаза, такие, как Эмиль наколол под коленом, а к Илье на волков в лесу. Yes. Ссылка. Ссылка в описании. Твои работы цепляют чистотой и простотой. Ё-моё, Вот ты не насыпаешь там прям деталей, как я. Я много деталей насыпаю. Как ты к этому вообще пришел? Опять же, это все общий подход, который сводится к тому, что нам нужно сделать декоративную какую-то функцию на теле. Например, есть люди, которые делают реализм супер долго, супер качественно, супер, они художники, и они могут сделать тебе каждую деталь. Да. Но потом ты попадаешь на какую-то конвенцию и смотришь. У меня такая была история на Варшавской конвенции лет 5 назад, не называя имен. Но я увидел работу от супер крутого мастера, супер известного прям на весь мир. И я такой, вау. А потом я посмотрел на работу тоже от известного чувака, который сделал все проще. И ты смотришь, у тебя стоит одна работа, стоит вторая работа, и ты понимаешь, что нету смысла показать всех деталей, потому что все-таки кожа не является каким-то лучшим материалом. Ну да. Хочется раскидать по пятнам, хочется раскидать по масштабам, хочется, чтобы даже если это реализм, ты вот поворачиваешь руку, а оно что-то крутится, не? Чтобы у тебя оно работало с твоим телом. Короче, мы должны быть как Ванга, просто смотреть в будущее. Почему в будущее? Ты... детали рассыпаются, это факт. 100%. И они не дают тебе еще вау-эффекта. Да. Мне кажется, есть два момента, в которых ты видишь и оцениваешь татуировку. Первый момент особенно прослеживается на конвенциях. Когда ты видишь ее издалека, и ты такой, вау, или не вау, или типа, что это? Зацепило оно или не зацепило? Если оно зацепило,
первый взгляд, то тебе хочется подойти и рассмотреть. Я тоже клиентам рассказываю, что типа мы смотрим татуировки, там, ты на себя в зеркало скорее смотришь с расстояния, твои там друзья на тебя смотрят, на улице на тебя смотрят. Ну да. Первый взгляд с расстояния, то есть задача зацепить вот этот эффект вау. Если эффект вау произошел, то ты подходишь поближе и ты хочешь рассмотреть. Типа, я не против деталей, я против деталей, которые делаются ради деталей, при этом проваливаются плоскости. Есть какие-то ребята, которые... Ну, есть, типа, примеры классных чуваков, которые просто это прошарили, и ты смотришь на их работы и понимаешь, что вот эта тема. Я помню, я когда-то работал в студии, и была там девочка Кинга, которая делала себе 2 ноги у Джудаса. Я, короче, раньше думал, ну, детали, класс, все надо сделать, чтобы все волосики были. И я увидел 2 ноги, супер простые, в которых есть огромный кусок черного, огромный кусок белого, какой-то главный элемент, в котором просто раскинуто все по плоскостям, с расстояния у тебя прям, тебе не то, что хочется, тебе нужно подойти и посмотреть. Конечно, ты такой, что? И ты до этого видел самых, типа, мощных реалистов. Круто, художники, но разница-то... Есть. Как мне кажется, раньше все это было. Были татуировщики, которые стрельнули, там, первый, там, Хуртада, какие-то еще люди, они стрельнули не на понимании татуировки, а на понимании рисунка. Потому что в классическом живописи не делают черный, стараются как можно меньше его дать. Конечно. И вот, а потом стоит Кассас, у которого, ну, не то, что там... Типа на черного тебе просто. Все, да, все плоское, все понятное, читабельное. И начинается сравнивание. Ну, я верю, что есть какие-то люди, которым интересно посмотреть на все детали в картинке, которые могут быть. Но у меня есть ряд, на самом деле, татуировщиков. Вот, может, 5 человек. Там не буду перечислять. Может, кого не вспомню просто. Вот, но я знаю татуировщиков, в их числе Стив Бутчер, татуировщики, у которых деталь очень читаемая и расстояние тоже читаемое. То есть у них вот вроде бы они сильно кидают детали, потому что Стив Бутчер такой гиперреалист больше, да. А ты видел это вживую с расстояния? Я видел это вживую. Я видел это вживую с расстояния, видел его ногу, видел портреты, видел баскетболистов, видел, и там уровень просто, блядь, вышка. Я не знаю много татуировщиков, которые могут наделать вот этих точек. Там, ну, ты понимаешь, о чем я, да, там футболка баскетболиста, и у тебя там темная точка, светлее точка и блик. Блядь, ну, у тебя получается вот эта дырка в майке, их много. И я немного татуировщиков встречу, которые могут сделать действительно такую штуку, которая будет читаться изблизи и будет сидеть, и будет издалека хорошо выглядеть. Даже понимание рисунка, по сути. Потому что, ну, как это перевести в чебеху? С цветом я не супер знаком, но переводя в чебеху, это работает так. Есть классический шарик, на который падает свет. Да. И у тебя, например, есть свет, светлая тень, тень, рефлекс, падающая тень. Да. И вот, например, в чебехе супер видно очень многих людей, которые не до конца ловят контраст, что у тебя, например, рефлекс примерно такой же светлый, как самый темный свет. Но у нас сложно, да? Не, я просто говорю, а ты не думаешь, что может, татуировщики, ряд татуировщиков просто не знают о том, что существует рефлекс, например? Но они его очень сильно выпячивают вперед. Я как раз про это говорю, что суть в том, что когда у тебя, ну, есть простое правило, самый темный свет всегда светлее, чем самая светлая тень. Послушайте это еще раз. От человека с археологическим... Это я. Это человек-археолог. Практически. Копаюсь в людях. Ну и, в общем, если это все упростить, то если раскладывать все по пятнам, и ты, например, хочешь сделать 1 000 000 деталей на футболке, в которой, например, здесь есть свет, здесь полутень, здесь тень, то если ты в этом свете не сделаешь какую-то деталь, которая будет выбиваться из этой плоскости, то есть там будет много супер каких-то точечек, деталек, но они будут все супер светлые. У тебя не появится там вдруг какая-то супер темная штука, или в каком-то темном месте не появится вдруг блик.
Ты понимаешь, о чем я говорю? Оно будет Ну, держать плоскость, будет создание... держать свою плоскость. Создание формы. Да, то есть ничего не будет выпячено вперед, ничего не будет как-то не на своем месте. Мне кажется, если перевести это в цвет, то вот весь секрет. Вы просто не можете сделать, например, рефлекс светлее там темного света. И все. Может, То есть, по поэтому? факту, татуировщикам нужно просто сходить и обучиться хотя бы основам понимания. В теории было бы неплохо. Но есть люди, которые не учились и валят так, что... Ну, слушай, вот, например, я знаю, что ты архитектор. Археолог. Это точно? Это я был почти Ну, уверен. архитектор-археолог. Скорее. Но больше архитектор. И я знаю, вот Окси, она тоже архитектор. Соболезную. Дэйв тоже архитектор. Оксана, держись. Дэйв Паула, знаешь, тоже Да. архитектор. Он говорит, я тоже архитектор. Очень много людей, которые выходят высоко, у них есть художественное... Окси с образованием архитектурным? Да, бро. Блин, круто. Там очень интересная история. Кстати, посмотрите второй выпуск, будет интересно. Выпуск с Окси. Вот тут где-то, да, там. Я, кстати, супер удивлен, потому что она супер круто валит, но я думал, что она делает как-то это все по-своему. Буквально там недельку назад я стоял на конвенции и смотрел, как она валит. И я такой, вау. Ну, типа, мышление там какое-то не академическое. Там нереальное мышление Она завалила ногу чуваку, ну, нормальному такому здоровому чуваку за 2 дня. Посмотрите выпуск, она что-то точно сильное рассказывала. рассказывала. Так как мы на Ютубе, я скажу так, она завалила ногу, я завалил ей. Я Ну, там по завалили конвенции, это все типа... просто. Да. Потому что человек, который за 2 дня открашивает масштаб уровня коллаборации 3 человек, Да. ну, блядь. Ну, супер. Типа, о чем это, здесь это говорить еще удивляет. больше? Здесь не о чем больше говорить. Я еще, кстати, был очень удивлен, когда она говорит, ты вот помнишь коллабу в Аполе? Они там лицо покрасили, там кусок такой. Я говорю, да, помню. Это Гарри Поттер, который был? Да, это который... Подожди, да, Гарри Поттер. И она там... красила весь она верх. красила весь верх. Да. И, короче, там прикол вышел такой. Она мне говорит, так я, говорит, все время красила лицо в обратную сторону, блядь. Жестко. И я такой, в смысле? Она говорит, почему бы и вот, нет? Неудобно, говорит. 3 человека в коллаборации были, просто вот неудобно. И я, у меня нету такого скилла. Вот У я меня честно говорю, я не могу лицо покрасить в обратную сторону. Да, это жестко. Вот. И я слышал, она тоже говорила, что грудь в обратную сторону красить. Я там, сижу, коряюсь, что ты знаешь. Да. Я тоже стараюсь всегда найти, чтобы видеть как бы полностью картинку, найти какую-то позицию, даже если она мне неудобна. Да. И это реально супер скилл. Единственное, что на Познане, на конве, там были какие-то куски, которые приходилось красить вверх ногами. Практически все я красил ровно, но какие-то вверх ногами. И, честно говоря, мне показалось, что этому можно научиться. Типа через боль, потому что это очень неприкольно. Но я после этого как будто бы такую небольшую себе открыл новый скилл. Лицо бы я не покрасил. Это когда делаешь, знаешь, так, сейчас мы смотрим так, а сейчас мы смотрим вот так. Ты перевернул картинку просто и работаешь вот так вот к татуировке. У меня такого скилла нет, я не знаю. Так на заметочку татуировщикам то, что нужно обучиться сделать образование, хотя бы какие-то базовые навыки, чтобы такие штуки были. Мне кажется, это даже не должно быть какое-то прям 5 лет художки или чего-то, потому что на архитектурном не сказал бы, что кто-то нас там серьезно учил рисовать. Были люди, которые помогали нам интерес наш, подогревали преподаватели, но в основном у нас было какое-то количество людей, которым было просто интересно, и мы там сами. Ну, видишь, суть в том, что если есть желание, то можно это делать вообще без... 100%. Подсказки нужны, без вопросов, но быстрее придешь просто к истине. Если желания нету, бля, учи, не учи, там, вот так просто. Да? В Жабке там на кассе работать. Напоминаю, что мы в Польше сейчас находимся. Согласен. Мне кажется, что любому скиллу можно самому научиться, тем более 21 век, YouTube. И когда какие-то советы спрашивают, типа, как начать колоть, я скидываю
канал на боке, в котором просто вот кусок. Первый год твоей тату-жизни, просто смотри этот канал. Не то, чтобы там супер все как надо, но ты... Ну что? Ну Бро, говори. я просто хочу тебе сказать. Я хотел сказать, что мы, наверное, это кропнем. Мгм. Потому что мы это Дима, реклама. мы это оставим, потому что... Я просто объясню, почему. У меня на бока, если ты посмотришь там все предыдущие Все выпуски, говорят? то про Диму на боку говорят все. Даже Окси увидела видосы на боке, и они ее смотивировали двигаться дальше. Поэтому Диме, наверное, большой респект за создание вот этих видосиков. Кстати, 100%. Это когда я супер, тоже смотрел, не грешно. супер давно, и когда ты голодный, когда этого чуть-чуть поменьше, и ты такой, класс, откуда бы информации? Много, на самом деле, людей записывали какую-то информацию, записывали какие-то подкасты, какие-то штуки, но как будто бы у него вот первый год твоей карьеры, тебе не нужен никто, никакие подсказки. Ну, типа, а что это резать? Это правда, там информация пипец. Ну, многие бы, наверное, хотели, чтобы он вернулся обратно в YouTube. А что бы он рассказывал? Все уже все Да я поняли не знаю, про ну как татуировку. там... Как там в Дортмунде живется, например. Как там новая студия. Как там... Кстати, студия, я слышал, очень хорошая. Ну, я тоже какие-то видео видел, вроде все получается. Классно, что у него была такая возможность, типа, не жить там, где не хочется, а собраться и Я поехать. просто думаю, что Дима — это из таких людей, которые чувствуют время наперед. Аж так. Да. Ну, поэтому просто. появилась возможность, появилась, я думаю, нужда. И хорошо, что он в Германии, наверное. Да. В общем, мы так много разговариваем про проекты, но мы работаем на коже. Есть такое. Есть ли кожа, которая не подходит под твои татуировки? На самом деле, мне кажется, что под ЧБ татуировки именно по нанесению подходит супер мало кож, но по заживлению подходит любая кожа. Скорее, если просто ответить, то, наверное, кожа, которая не подходит, нет. Тоже зависит все от того, как ты это делаешь. Из-за того, что я делаю супер на верхних слоях и супер аккуратно делаю на этой коже. У меня, не знаю, какое-то время назад в Германии был мужчина, которому было лет 70. И даже на человеке такого возраста он подготовился к сеансу, он помазался, он поделал пилинги. Супер красно, но все равно можно видеть оттенки, если ты аккуратно с ней работаешь. Но, конечно, есть куча кож, на которых работать просто сложно, неприятно, собственно, из-за этого стиля, из-за красноты, из-за техники нанесения. То есть... Но оно обычно проявляется у людей таких вот за 50, скажем так. Нет. Проявляется у людей, которые ведут нездоровый образ жизни. Ага. У людей, которые плохо выспались, у которых выпили кофе с утра. На самом деле, у меня часто бывает такая история, когда приходит клиент, я говорю, кофе пил? Он говорит, пил. Я говорю, я вижу. Ну, Вау. да, и Прям типа, так? ну, ЧБ татуировка, на самом деле, если ты пытаешься запаковать не просто, что ты взял оттенок, вкрасил его и такой, заживет, что-то там будет. Ну, оно заживет, да. Ну, а когда ты пытаешься сделать мелкие, тонкие какие-то переходы, когда тебе надо все-таки видеть, что ты делаешь, то супер требовательная техника, и, ну, вот реально, даже бывала такая история, когда человек приходит на все сеансы окей, не выспался, не окей, и ты сидишь и мучаешься. Классно девочек колоть. У них обычно более ухоженно, Обожаю они просто. обычно все типа, Обожаю, да. поприятнее. Ну, тоже не все. Ну, я еще, наверное, не встречался с такой кожей на девушках, чтобы ты прям сказал, ты пилинг когда делал? Знаешь, вот такой формат. Потому что иногда действительно бывает такая кожа, что ты просто колешь вот постоянно в локоть. Вот у тебя такое Бывает, ощущение, что ты бывает. колешь предплечье, но по ощущению, что ты там колено колешь. Особенно вкачанные какие-то ребята, они Это такое one love имеют. просто, ребят. Больше muscles. И тестостерон. The best просто. Тестостерончик. А желательно короткий. А я не Everyday. знаю, в цвете есть какой-то... Вот, я тоже могу словить, когда человек тестостерон колет. Кожа начинает Конечно. серить. Во-первых, это растяжки везде. Ну да. Просто везде, потому что тебе кожу просто рвет твоими мышцами. Вот. И во-вторых, они начинают течь. Не знаю, как у тебя вот в этом формате, но Не течет особо. у нас
такая ситуация, вот именно с цветом очень сложно, очень редко попадается такой тип кожи. Я еще до сих пор не понял вот эту тему, когда ты дотрагиваешься просто, и человек, вот неважно какой вылет, неважно какой у тебя эксцентрик, неважно чем ты вообще колешь, ты просто до человека Начинает дотрагиваешься, литься, да? и он просто вытекает. Бывает. Это Вот просто, бывает, это бывает. вот самый ад, который вообще Кстати, можно... тестостерон. Тестостерон, да. И это самый ад, который ты можешь встретить в татуировке, потому что вот если речь идет о цвете, Да. у тебя вытекло, Тебе надо тебе в вернуться, да? типсу набрало уже, Да, да. ты такой, окей, ты такой, ну, я левша, поэтому по левой показываю, ты такой прочистил иголку. Если ты колешь прямым цветом, окей, но если ты не прямым колешь цветом, тебе надо этот цвет натыкать. Да, время. С грейвошем И также ты работает. такой сел, и у вас то же самое, потому У что тебя разбавляется лимфа ты и жетон разбавляется не краска. получишь тот уже, в котором ты красишь, ты вот там прокрасил, и у тебя полилось, там набрало в типсу, все, у тебя уже не тот тон. Ну, есть варианты, как это пытаться обходить, когда ты Например? просто раскрываешь кожу, например, светлым оттенком. Ты знаешь, что вот жесть, что с человека Да, знаю. льется. Ну... Да, знаю, блядь. Да, знаю, блядь. Сюда. И ты можешь, типа, наперед, там есть же какая-то зона, с которой ты работаешь. Есть, ну, я обычно, когда там колю, я выбираю какой-то кусочек, которым я буду прорабатывать его по этапам и Ну доходить до финала. Я, например, раскидываю каким-то светлым оттенком, даю ему оттечь чуть-чуть, оно там лишнее выливается, кожа чуть подоткрывается, тебе надо работать на более высоких слоях как бы кожи, но иногда эта штука помогает. Но когда тестостерон, ну, часто бывает, Не помогает ничего. она еще такая, как будто как морковка, сок такой Да, морковный да, течет, да. и ты думаешь, помогите. Помогает, знаешь что? Не ебать тестостерон. Все верно. Или не ебать таких клиентов. Ну да. Имейте в виду, бля. Как ты думаешь, зависит ли от оборудования, будет ли течь кожа? Именно кровь Именно кровь. выливаться? Ну, во-первых, думаю, да, потому что есть машинки, которые драконят кожу, они закатывают туда пигмент. Но тоже, мне кажется, сейчас уже такое качество машинок, даже китайских, которые позволяют тебе машинкой там за 300 злотых, там, подделки флакса я недавно пробовал, за 300 злотых она красит. И она Стасик, типа... деколаба, мы про деколаб говорим, да? Да. И я попробовал, ну, машинка, реально, она закатывает краску под кожу. Стоит в 10-15 раз меньше, чем оригинал. Я и год отколол. Вау. Прикинь. У меня есть внутреннее такое ощущение, что я, типа, с респектом к инструменту, которым я работаю, и я, ну, не хочу такой машинкой работать. Согласен. У меня такое легкое. Но по-любому влияет. Единственное, что это не самое сложное, что происходит в ЧБ-татуировке. В ЧБ-татуировке нету особо проблем, если человек со средней обычной кожей, нету проблем с тем, что с него льется. Есть проблемы с краснотой. Именно из-за того, что когда ты пытаешься покрасить много оттенков, то есть добавить художественности, добавить какие-то много переходов, не просто вот эта вот палитра из 5 оттенков или цветов, которые ты взял и вкатал, и оно зажило 5 разными оттенками. Когда ты пытаешься с одного оттенка сделать градиент от максимального до чуть посветлее, там, который этот оттенок может дать, если ты там красишь 20% черного, он условно может по заживлению, в зависимости, как ты его покрасишь, дать от 30% черности, например, до 5%. То есть ты его можешь протянуть прям, когда там используешь аккуратную технику, когда ты кожу не вкрашиваешь, а цепляешь постоянно. Не уничтожаешь ее просто, Да, не да, положишь, скажем так. То есть проблемы с тем, что льется, особо нету. Это только какие-то супер исключительные случаи. Проблема именно в красноте, если уже какие-то есть сложности с кожей. Ну, краснота... Есть, кстати, тоже ряд оборудки, после которой краснота тяжело сбивается. Вот, например, чем я, наверное, вот после инжект дольше сходит краснота. Вот, например, по сравнению с Шаеном. То есть Шаеном очень быстро. А ты имеешь в виду в грейвоше или краснота вокруг татуировки? Краснота вот именно протекание. Знаешь, вот когда ты наколол, и у тебя там есть там 10-15 минут, обычно там после флакса какого-нибудь, либо акуса, оно там все там вытекло и все. И либо там после шиена, то есть ряд там машинок, например, которые, я не знаю, либо они чуть больше травмируют кожу, либо они заходят чуть не в те слои просто кожи, и краснота чуть дольше сбивается, знаешь. Ну, вот. 100%. Ну, вопрос тоже, честно,
Ну, я не пробовал, чтобы поколоть какой-то машинкой, знаешь, там 2 года и сказать, эта машинка оттекает дольше. Я работал на тандере, который супер жесткий, 4,2, который сносит кожу вообще. Потом я взял флакс, в котором удар ощутимо мягче, хотя он 4, но ты чувствуешь, что он прям, ты можешь 10 раз пройти по Да. коже, и такого ощущения, что с него там будет литься, нету. Пробовал шаенами, пробовал вот этой машинкой за 300 злотых. Деколаб, да. Да, все работает. Ну, нету такого ощущения, что, типа, эта машинка не красит. Были какие-то раньше машинки, типа Протон от Квадрона, которые как будто бы не делали то, что надо, но мне кажется, что я тогда руки просто имел 2 левые руки. Ну, бывает и такое, как бы, но вот я, например, ну, многие там люди говорят, что я там очень придирчив и слишком много думаю. Знаешь, я вот недавно к своему другу подходил, говорю, дружище, вот знаешь, вот иногда там покрасишь, например, не знаю, допустим, светлые тона, там желтый, либо белый, и у тебя остаются такие вот точечки. Ну, это же норм. Вот. А мне это не нравится, потому что когда ты делаешь небольшой какой-то портрет, ну вот в моем случае, и прокрашиваешь это на фулл цвете, то эти точки, они мешают твоему восприятию. Эти точки, они уходят после заживления, но... Ну да, потому что такая краска, Да, она разливается. да, но когда ты завершил работу, то у тебя эти точки остаются, и Зерно. они видны, и тебе, ну, я не про зерно говорю, я именно про Ну, ты видишь красные... куски пигмента, такие как бы положенные, не Нет, плоскостью. не что? зерно. Именно покраснение самой кожи. Мгм. А ты как-то даешь этому всему успокоиться? Ну, не знаю, Конечно, берешь, конечно. заливаешь водичкой, там, с мылом на салфеточку. Вич Хейзел. У меня вода с Вода бутылки от с Шарова, этим. знаешь такую Да, тему? да. Я не Да? знаю, как эта штука называется. Но вот Вич Хейзел, он хорошо снимает. Но есть ряд, вот, например, кожи. Часто это бывает на ногах, то, что остаются такие вот микро, А может, это пора? красненькие, такие точечки. Если ты говоришь на ногах. Не, мне кажется, что это просто кожа чуть... Я не знаю, не то, что перетравмированная, потому что там дырок нету. Просто такая кожа. Ну, Хрен его жди, знает. пока заживет. Классно вколол, заживет, сфоткаешь. Вот в этом-то и есть прикол, то, что на следующий день они не проходят. Не проходит. Нет. Они становятся такими синеватыми. Через следующий день они становятся коричневатыми. И через там 4 дня их нету. Все заживает идеально. То есть ничего нет. Вот именно речь идет чисто о фотографии. Не более. Я не сталкиваюсь с таким, потому что Но- если я что-то плотно крашу, это черный. Если белый крашу плотно, то в принципе, даже если там есть какая-то вот сеточка из этого белого, ну, меня это не смущает. Я, если знаешь, я Но его мы говорим вкатал, вот про пиксели, когда ты там прокрасил да, просто. И там, скорее, да. мне кажется, здесь речь идет больше о, как это говорится, крупное пигментное зерно в белом. Слышал ты такое? Ну да. Но я не уверен, на самом деле, что это идет речь о зерне. Я знаю, что это происходит в белом, в оранжевом, в желтом. Поэтому покупайте Grey Wash, берите 9 Magnum. Ну и не будет таких проблем. У вас будет ряд других проблем. Расскажи, кстати, по краске, по грейвошу. Ты сам мешаешь или покупаешь уже готовые сеты? Мешаю сам, крашу динамиком, добавляю mixing solution. Нашел какие-то свои пропорции, как оно примерно, ощущаю, как оно заживает. Мне на самом деле кажется, что нету какой-то зависимости от того, что ты возьмешь вот такую краску и получишь, например, такой результат по резкости или по мягкости. Есть такая зависимость в черности, именно насколько она может просесть или насколько она останется выглядящей такой более свежей и насыщенной. Но в плане именно грейвошей, то нету, наверное, никакой разницы. Окей. Вопрос тогда такой. Как ты добиваешься вот этой вот чистоты своих работ? Белый, коричневый, слеза детей. Давай еще раз. А с фотошопчика как там? Ну, еще фильтр Париж. Фильтр Париж, блядь. Да. Ты Мне паришь, очень и я нравится. парю. Короче, хорошо, как ты тогда добиваешься такой чистоты в своих работах? Скорее, это не краска, а техника, потому что я использую мелкие заставы, как это называется?
конфигурации игл. Да. И стараюсь не паковать супер плотно в плане... Не делаю супер глубокий прокол, а стараюсь красить именно в тот слой кожи, который нужен для определенного оттенка. Благодаря этому попробуйте сделать социальный эксперимент такой дома. Возьмите много бумаги, много салфеток, положите много салфеток, на них положите лист А4 и возьмите 2 карандаша. Карандаш, например, H и какой-нибудь 5B. Благодаря тому, что снизу будет много бумаги, лист будет проминаться. Это что-то похожее на кожу. И возьмите, например, попробуйте H карандашом нажать с не очень сильным нажимом и увидите, что листу окей. Он не проминается, он не деформируется, не делается дырка. Потом этим же карандашом нажмите чуть-чуть посильнее. Там появится такая, как вмятина. Нажмите еще сильнее, появится дырка. И если потом возьмем, например, 10B карандаш, то у нас вот это вот нормальное нажатие на наш лист приведет к более темному эффекту, при этом лист не будет все еще промятый. То есть о чем речь? Что если ты берешь нужный грей-вош и вкатываешь его на нужную глубину и не стараешься, например, сделать более темно благодаря тому, что ты взял и начал еще колбасить светлый оттенок, еще, там уже кожа капец, оно сложно заживает, а ты взял нужный оттенок, мягко положил в один слой, там неважно, как ты делаешь это вперед, ты делаешь это маятником, назад, левой рукой, можешь кругами делать. Если ты попадаешь постоянно в одну глубину, то у тебя получается с листами бумаги, прямо это супер наглядная штука, то в каком-то моменте у вас все еще этот лист будет не донажат, то есть бумага будет себя живой, хорошо чувствовать, да. Но в какой-то момент дадите уже такую насыщенность, что оно станет однородное. Вот это вся тема. Это и все. Все. Ну все, на этом, короче... Еще есть тема с иголками, что когда большинство людей работают большими конфигурациями, заставами иголок, и из-за этого у тебя тоже чуть иначе сопротивление в коже получается. То есть если мы возьмем 5 пальцев, 4 пальца, нажмем себе на руку, то мы ощущаем, что рука делает серьезное сопротивление. Если мы возьмем... дай-ка я тоже нажму. Давай. 4 пальца, да, или сколько там? Надеюсь, вы все нажали. Ну, вот все... Ты 3 нажал, я вижу. Я 3 нажал, да. А сколько нужно? 4. 4. Но у меня палец не такой длинный, чтобы 4 нажать. Конец. Ну, давай вот. Ну, да. В общем, когда у тебя что-то с большей плоскостью пытается пройти через другой объект, этот объект делает большее сопротивление. Да. Когда у тебя что-то более острое и тонкое проходит, сопротивление меньше. Аналог кожа. Когда ты берешь, например, 25-й Magnum и Сэм, даже 25-й заточки, это достаточно напряжно на коже, потому что ты провел раз, кожа такая, окей, оттолкнули. Что-то ты там успел покрасить, но из-за большого сопротивления ты не внес нужное количество краски под кожу. Но кожу уже растравмировал. И уже ее замучил. Да. А когда ты берешь, например, 9-очку или 7-очку, или любой маленький Magnum, или вообще RL-ку, и начинаешь потихоньку возить, то у тебя получается, что у тебя не так сильно разбивается кожа, при этом ты успеваешь всунуть краску. И если ты еще и делаешь это аккуратно, то ты можешь наслаивать слой на слой, на слой, на слой, и происходит все то же самое, что с бумагой. Бумага не рвется, бумага не проминается, в нашем случае кожа, и у тебя получается. Слушай, я вот так вот отойду, результат. Да, я вот так подметил то, что у тебя действительно хорошие способности, чтобы обучать людей. Ты обучаешь вообще новых татуировщиков? Да, но скорее не прям новых татуировщиков, потому что мне кажется, что много базовой информации можно получить в интернете. В интернете. Вы знаете, куда заходить, поняли? Мы это кропнули уже. Да. Можно получить в интернете какие-то базовые штуки. Все есть. Мне кажется, интереснее приходить, когда есть уже какое-то понимание, чтобы послушать о вещах каких-то более интересных, о каких-то таких более глубоких наблюдениях, потому что если я начну рассказывать человеку, который, например, не разобрался с иглами, или как там, чего. Как перчатки одевать, образно скажем. Мне кажется, это все можно найти без меня. Зачем за это платить деньги и тратить свое время на это? Есть полегче, где это все получить. На каких иголках ты работаешь? Это 0,20-ки, 0,25-ки, 0,15-ки? У меня разные иголки. В основном это все квадрон.
У меня есть 4 конфигурации игл. Первая конфигурация — это 13 SEM на 35-х. Единственное, на что я их использую, это черный цвет. Я тени вообще не крашу 13-м магнумом и всем, что больше 9-ки. То есть неважно, у вас там вот такой вот кусок на ребрах надо покрасить здоровый, или надо покрасить вот такую какую-то маленькую штучку, все равно это 9-ка. В общем, 13-й на 35-х, то есть более толстая. 35-ки именно, да, окей. Раньше красил 30-ками, как будто бы почувствовал, что такое грызет, как будто бы кожу получше 35-й, легче заходит. Попробовал, зашло, поменял. Буквально недавно. И остальные — это все 30-ки. 9 SEM на 30-ках, 7 SEM на 30-ках. По поводу 7-ки я еще начал использовать эти сублаймы. Знаешь? Сублим, да, конечно. Которые с белым концом. С белой концовкой, да. Не знаю, зачем их сделали. На самом деле супер странные, но у них они как будто бы подгрызают кожу еще сильнее. Вот этот вот такой хруст, такой легкий зацеп, классно заходит на какие-то сложные места, если там какой-то накачанный клиент, и ты делаешь удо или какую-то такую... Ну, там прям нужно зацепиться, да. Ну, вообще вся техника... При том, что ты красишь на небольшом вылете 100%. Прям Нет. Я крашу на среднем и большом вылете. На среднем и большом вылете. Но ты красишь именно техникой напыления, не техникой вкрашивания. Я, честно... Или ты по-разному красишь? Мне кажется, это какие-то легенды городские, что можно цвет покрасить. Потому что я видел, что цвет красит, один человек. Сергей Бутенко. Больше я не видел ни одного человека. Ну, может быть, Микки еще делает так, но я никогда не видел это вживую. Остальные спрашивают, красишь или напыляешь, и просто напыляют. То есть суть-то в грейвоше какая? Что ты просто берешь и кладешь суперплотную сетку. Если ты проливаешь грейвош водой, как вот мы, например, можем цвета пролить, там черный ты можешь пролить, увидеть, что там, да? у меня ты увидишь, что там есть сетка под вот этим... Как дела, да? Да, просто... Скорее это больше похоже на веб-шейдинг. Вот, например, как Source делает. У него есть какая-то плоскость, он берет эту тройку и начинает насыпать кругами. Возить, да. Сыпет, пока не увидит нужной густоты этих точек. Да. Потом он себе видит, что у тебя в каких-то местах есть какие-то пробельчики. Он берет этой тройкой и в эти пробельчики залазит. Вот я, кстати, хотел спросить, это очень важная штука по пробелам. Бывает ли у тебя такое? Конечно, бывает. Конечно. Да я вот и говорю, техника на веб-шейдинг похожа. Ты видишь пробел, ты залазишь в этот пробел. Ровно в пробел. Потом, в веб-шейдинге как происходит? Они вообще берут эти тройки и начинают тройками прям дотворк делать. Хэндпоук просто насыпать. Снимают перчатки, машинку. Да, останавливают. И начинают это все выравнивать до момента, пока им не хватит мягкости, плотности. По сути, моя техника похожая, просто без вот этого момента, когда ты 9-м магнумом тыкаешь в человека. То есть, если есть какие-то вещи, которые надо подкрасить... Вот так. Вот так, да. Да, короче, подкрашиваю. За один слой ты там много густоты и плотности не добьешься. Ну вот, скажем так, что ты обращаешь внимание на немало вещей в татуировке, там, скажем, на вот эти точки, которые остаются, то есть именно неплавности в тени, да. Ты же понимаешь, что очень много людей вообще не понимает, как с этим бороться, во-первых. То есть я думаю, что эта информация будет очень интересная им. А другая часть людей, она просто, наверное, забивает на это. Ну, после заживления ж не видно. Ну, знаешь, это такое... Относительно. Типа, я с тобой согласен, что относительно. Проще сказать, что будет хорошо после заживления, чем сделать так, чтобы было хорошо сейчас. Ну, да. Какой объем работы у тебя получается сделать за сеанс? Зависит скорее от кожи, но примерно это, наверное, 2/3 предплечья. 2/3. То есть, если я делаю какую-то работу, по стандарту это не один сеанс, не бывает такого, чтобы я за один сеанс что-то сделал. Если мы говорим не о господе в Германии. Германия, one love. То обычно я делаю кусок вот отсюда до сюда, как я рассказывал с композицией, что это какой-то кусок, который задевает еще и верхнюю часть. И я 2 сеанса вот отсюда до сюда сижу себе крашу. Это очень крутая фикча не фокусироваться на одном сеансе, потому что на один сеанс, мне кажется, очень мало можно сделать качественно и хорошо и красиво.
Я еще раньше думал, что будет такая история, что когда я чуть-чуть подразберусь, станет быстрее, а когда я чуть подразобрался, стало медленнее. И на самом деле та скорость, которая есть, она супер медленная. Но я бы еще хотел медленнее, потому что видишь столько приколов, которые ты можешь еще и Ну еще. вот, И... возвращаясь там к нашему разговору, вот мы проговорили про технические аспекты татуировки твоей, которую ты видишь. Как ты себе это видишь сделать быстрее? Ну, вообще, вот в целом, есть ли такой вообще вариант, чтобы это вообще сделать быстрее? Если у вас есть, пишите сюда. Да, пишите, Я бы, пишите я, в комментах, как я делать быстрее первый, кто татухи. хочу Да. это услышать, потому что мне это очень важно. Ну, Да, на самая самом... прикольная фишка то, что ты действительно заходишь глубже в эти татуировки, ты начинаешь видеть больше, и очень многие люди ошибочно думают, то, что татуировщик, который работает долго, он работает быстро. Да нихера. Татуировщик, который работает быстро, блядь, это Окси. У меня еще была какая мысль. Я думал, что люди, которые делают там какую-то там польскую школу цветных татуировок, когда ты большим магнумом вот это возишь, у тебя получается супер плоские такие, не плоские, а супер мягкие большие плоскости, практически там без РЛок, без РСок. Я раньше думал, что они вот хорошо себя чувствуют, работают по 5 часов за сеанс, а потом я пообщался с клиентами, которые, ну, пришли ко мне, там, до этого кололись, там, у них там нога, рука от каких-то ребят именитых польских, которые вот эту вот мягкую польскую школу делают, и мне рассказывают, что ребята начинают в 10, заканчивают в 3, я такой думаю, боже мой. Да. Походу, нету вообще какого-то варианта, если ты не Окси или не Casas Inc., Oxy One Love просто. взять и засандалить супер большой кусок супер быстро. Мне кажется, если ты уйдешь более в декоративность, меньше в реализм, например, как делает Casas, и будешь работать, я насколько понимаю, он работает на огромных просто вольтажах, типа там на Шаене на 12 вольтах, на супер больших и супер высунутых иголках, и он сандалит, как ребята, которые валят, ну, по скорости, которые валят блэкуху вот такими движениями супер быстрыми, только он делает это на большом вылете, на большущем вольтаже, и у него, типа, там, сеанс с попой, ой, какой сеанс? Спина с попой за 5 сеансов, и оно и неплохо выглядит в плане качества, это почти топ. Оно немножечко не такое вылизанное, но все равно в масштабе этой работы. Но он работает по правилу 80% просто. Что это такое? Сделай на 80%, выдай результат и сделай следующую работу. Понял? Ну да, но он лучше, чем типа 99%. Конечно. Я даже честно, я не знаю. Он масштабный, такой масштаб, вот именно пропорция самой работы, вписанность в тело. Вот. Кто вальнет круче? Ну, время покажет. Я думаю, что Станислав может круче. Посмотрим. Время судья, как говорится. Расскажи, сколько тебе надо вот сделать рукав в средней нагруженности на средней коже? Сеансов 8. Я думаю, прям это 8 чистенько сеансов. от и до. Вообще происходит это так. Ко мне приходит человек, я стараюсь не делать консультации вживую, потому что это лишнее время. Я созваниваюсь, 15 минут общаюсь с каждым. И тяжеловато мне оценить, какого размера человек. Поэтому я в среднем, если это мужская рука, я говорю 8 сеансов. Но у меня есть такая штука, если я выхожу за эти 8 сеансов, для меня типа не является проблемой взять и один сеанс сделать от себя. Это очень круто. Ну, просто если ты хочешь какой-то серьезный результат получить, и ты не успеваешь, начинается вот эта вот спешка, гонка, ты мокрый сидишь, думаешь, ладно, что-то там ускоримся. Нету смысла. Ну, как бы есть, если ты хочешь жить нормальной жизнью. Ну, как тебе сказать? Ну, мы же все как бы такие, как сказать, заложники своего творчества. Да. Ну, я даже людям там стараюсь говорить, если я вижу, что там меньше покрасить, я говорю, не парься. Для тебя это не отобьется никак на цене, ты придешь, я еще подкрашу. Я раньше вообще катал за 6, потом за 7, а сейчас за 8, мне и 8 не хватает. И сеансы у тебя ни хрена не 4 часа. Нет, я прихожу и не ухожу. Окей, какие советы ты бы дал татуировщикам, которые хотят работать на таком же уровне, как ты? Да не знаю, на самом деле, мне кажется, что
Что все, что нужно, это личная заинтересованность. Нету человека, который скажет какую-то штуку, которая изменит твое мышление. Это типа топ-5 советов, чтобы стать миллионером. Ну, типа, ну нет. Мне кажется, все люди, которые делают что-то выше среднего уровня, то, мне кажется, они просто живут этим. Скорее всего, какую-то часть своей там, карьеры или большую часть своей карьеры они не думали о финальном результате, они не думали, какие типа бенефиты с этого будут получать, какие будут, там, золотые унитазы и вся эта история. Тебе интересно, ты живешь этим, ты даже если это мучительно, то все равно в этом процессе что-то есть. И поэтому, наверное, мы все типа занимаемся татуировкой, пытаемся как-то развиваться, узнавать что-то новое. Если вам в кайф, делайте. Если не в кайф, идите в жабку. Ну, типа. Идите в жабку, друзья. Либо сделайте все от сердца. Друзья, с нами был сегодня Илья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Илью, подписывайтесь на меня. До новых встреч.